В этом видео поговорим о полезных свойствах и особенностях применения в терапевтических целях такого растения, как Андрографис паникулата, Андрографис метельчатый. Это растение и препараты из него имеют многочисленные наименования. В основном это растение называют по-английски гринчеретта, по-китайски чуаньсинлянь, в Таиланде Андрографис называют фата лайчон. Возможно, вы уже слышали об этом растении и о традиционных сферах его применения. Тогда вам будет интересно узнать о новых аспектах действия полезных веществ андрографиса. А если вы слышите эти наименования впервые, вы можете открыть для себя новую область знаний о природных источниках полезных веществ. Итак, последняя вспышка известности андрографиса произошла на фоне попыток избавиться от проявлений коронавирусов в период и после объявленной пандемии 2020 года. Дошло до того, что Министерство здравоохранения Таиланда, ссылаясь на экспресс-исследования, утверждало, что экстракт растения, известного на тайском языке как фаталайчон, может сдерживать вирус и уменьшать тяжесть воспаления. Эти сведения тогда процитировали многочисленные мировые СМИ. Ускоренные испытания 2020 года на людях тогда показали, что состояние пациентов улучшается в течение 3 дней лечения, без побочных эффектов, если лекарство принимается в течение 72 часов после положительного результата теста на коронавирусную инфекцию. Ну, давайте с самого начала. Андрографис метельчатый – это травянистое растение семейства акантовых. Данное растение издревле использовалось в индийской и китайской фитотерапии. Традиционно оно использовалось как жаропонижающее средство для облегчения и уменьшения тяжести и продолжительности симптомов обычной простуды, также для облегчения лихорадки, кашля и боли в горле, или как тонизирующее средство, способствующее выздоровлению после неосложненных ОРВИ. В настоящее же время имеются многочисленные обнадеживающие данные, демонстрирующие изученные современной наукой потенциальные механизмы воздействия андрографиса на организм при ОРВИ. Активные компоненты андрографиса представлены, в первую очередь, дитерпеноидными лактонами. Особенно широко известны андрографолиды, которые, как считается, проявляют противовоспалительную, антиоксидантную, противовирусную, противоаллергическую, иммуностимулирующую, а также некоторые иные виды активности. Андрографис снижает экспрессию провоспалительных белков, ферментов, таких как ЦОК-2, циклооксигеназа-2, и при этом демонстрирует обезболивающий, а также жаропонижающий эффект, сравнимый с парацетамолом. В свое время, сейчас актуальность этого уже не на первом плане, было показано, что андрографис метельчатый инвитро эффективен против вирусов птичьего гриппа, в том числе и нашумевшего H5N1, и против человеческого гриппа. Андрографис растет как прямостоящая трава высотой от 30 до 110 см во влажных тенистых местах. В настоящее время ареал его обитания чрезвычайно широк. В Индии основным источником растения является дикая среда обитания. Местные популяции андрографиса распространены по всей Индии и Шри-Ланке. Возможно, эти территории и представляют собой центры происхождения и разнообразия вида. Также растение распространено во многих тропических азиатских странах. Его можно найти на равнинах, на береговых линиях, на склонах холмов высотой до 500 метров. Часто растение растет изолированными участками, в том числе и на возделываемых территориях, или на обочинах дорог и фермах. При этом трава является завезенным видом в северных частях Индии, Явы, Малайзии, Индонезии. Вид также встречается на Филиппинах, Гонконге, Таиланде, Брунее, Сингапуре и других частях Азии, где она может быть завезенным или, возможно, местным видом. Таким образом, ясно, что растение культивируется во многих областях земного шара. Кроме упомянутых в начале видео названий растения, из Индии также пошло несколько наименований андрографиса метельчатого. Так, согласно одной из легенд, наименование керата тикта означало «горькая трава народа керата», жителей Гималаев. А в настоящее время широкое распространение имеет такое наименование, вышедшее из Индии, как калмек. Теперь немного об истории использования растения. Широко андрографис традиционно использовался как и в ведической, так и в медицине Юнани в качестве лекарства для лечения ряда заболеваний, связанных с пищеварением, как гепатопротекторное средство, а также как антибактериальное, анальгезирующее, противовоспалительное, глистогонное и жаропонижающее средство. Вкус у препаратов из андрографиса чрезвычайно горький, благодаря свойствам его составляющих.
Как известно, в этих медицинах, и в том числе аюрведической медицине, и в классической китайской медицине, со вкусом ассоциированы соответствующие свойства препаратов, их тропность к определенным органам или системам, а говоря современным языком, тропность к соответствующим рецепторам. Напишите в комментариях, если вас интересует соответствие вкусовых предпочтений людей и результатов воздействия вкуса продуктов на организм. Постараюсь снять на эту тему отдельное видео. Как уже подчеркивал, в основном в древних системах лечения андрографис способствовал выздоровлению от простуды и уменьшал риски ее возникновения и развития. Благотворное влияние андрографиса при лечении простуды было четко подтверждено в нескольких клинических испытаниях уже недавнего прошлого, 90-х годов прошлого века и начале нынешнего столетия. Более современные исследования показали, что средства от простуды, которые оказывают противовоспалительное и противовирусное действие в дыхательных путях, необходимы при лечении простуды. А андрографис в этих исследованиях использовался в связи с основными механизмами действия его активных веществ, известными на тот момент, противовоспалительными и иммуностимулирующими. При этом надо заметить, что несмотря на то, что растение было включено в индийскую травяную фармакопею, оно использовалось долгое время без какого-либо известного предельного уровня по токсичности. С точки зрения безопасности были доступны только знания о традиционном применении. Надо понимать, и это уже подтверждено, что экстракты андрографиса могут влиять на метаболизм цитохромов и таким образом, например, влиять на метаболизм других фармацевтических препаратов, что может быть потенциально небезопасно. В народной медицине Малайзии отвар свежих листьев андрографиса веками использовался как противодиабетическое и гипотензивное средство. В скандинавских странах его широко используют для профилактики и облегчения простуды и боли в горле. В Таиланде растение входит в число важных лекарственных растений, используемых в системе первичной помощи. В китайской классической медицине растение также прекрасно зарекомендовало себя и описывается как горькое и прохладное. Считается жаропонижающим и устраняющим негативные эффекты от жара, детоксицирующим, противовоспалительным средством, способствующим удалению лишней, плохой влаги из организма. И, как полагают, удаляет патогенный жар из крови, устраняет мокроту. Здесь под словом «мокрота» я подразумеваю не только отделяемые из дыхательных путей при кашле, а и в том числе мокроту-флегму, как термин китайской медицины в метафизическом смысле. Поэтому благодаря вышеперечисленным эффектам, согласно китайской классической медицине, растения использовались для лечения воспалительных болезней верхних дыхательных путей, диареи, дизентерии, кашля с густой мокротой, карбункулов, язв и даже укусов змей. В зависимости от синдрома, развивающегося у пациента, различные препараты и составные части этой травы использовались для лечения инфекционных и неинфекционных заболеваний. В том числе есть записи о значительных показателях эффективности при таких заболеваниях, как эпидемический энцефалит, гнойный отит, вагинит, эрозия шейки матки, воспаление органов малого таза, опоясывающий лишай, ветряная оспа, свинка, нейродермит, экзема и ожоги. Последние многочисленные исследования из разных частей света говорят нам о том, что андрографис метельчатый действительно полезен и безопасен для облегчения симптомов ОРВИ и для сокращения времени до их разрешения. Таким образом, тысячелетние практики классических медицин достаточно эффективно и безопасно работают и в наше время. Хотелось бы подчеркнуть, что при всем при этом эти результаты следует интерпретировать осторожно из-за неоднозначного качества исследований и неоднородности результатов. Тем более, что для подтверждения потенциала по снижению использования антибиотиков, к чему следует стремиться, все еще необходимы хорошо спланированные, независимые и многолетние испытания, оценивающие эффективность андрографиса. В избежание ухудшения состояния при поражении ОРВИ желательно обращаться к специалистам и лечиться под наблюдением, как при употреблении андрографиса, так и в особенности при использовании антибиотиков, которые, напомню, напрямую с вирусными инфекциями не борются, а возможно, ситуативно требуется именно противовирусная или даже противогрибковая терапия. Над такими же неизученными эффектами андрографиса в настоящее время идет исследовательская работа. К этим эффектам можно отнести воздействие на ряд системных и при этом практически не имеющих этиотропного лечения деструктивных процессах. Первое исследование, о котором хотелось бы поговорить,
направлена на проблему, с которой сталкивается все увеличивающееся количество людей на Земле. Язвенный колит– это диффузное язвенно-воспалительное заболевание желудочно-кишечного тракта, сопровождающееся развитием тяжелых местных и системных осложнений. Клиника заболевания характеризуется болями в животе, диареей с перемесью крови, кишечными кровотечениями и иными внекишечными проявлениями. К задачам современной терапии данного заболевания на дохирургической фазе относят снижение интенсивности воспалительного процесса, стихание клинической симптоматики и профилактику обострений и осложнений. Однако длительное такое лечение, ввиду отсутствия этиологического лечения, связано с различными побочными реакциями, такими как тошнота, рвота, потеря массы тела, головная боль, диарея, гематурия, нефротоксичность, нарушение электролитного баланса, повышенная восприимчивость к инфекции, плохая индивидуальная переносимость препаратов и так далее, и так далее. К сожалению, для больных язвенным колитом в патогенезе данного заболевания играют роли многочисленные, связанные и не связанные напрямую факторы. Иммунные и генетически обусловленные факторы, а также возможные вирусы или бактерии, активизирующие иммунную систему, либо аутоиммунные нарушения в виде сенсибилизации иммунитета против собственных клеток. В итоге результатом неустановленных точно причин является в основном окислительный стресс, который и служит одним из решающих факторов в прогрессировании колита. В предварительных исследованиях на животных было обнаружено, что андрографолит, действующее вещество растения андрографис, обладает противовоспалительными свойствами при язвенном колите. Это было подтверждено в 2024 году в экспериментальных моделях инвитро и инвиво. При этом ученые изучали роль НРФ2, транскрипционного фактора, регулирующего антиоксидантную защиту. Этот фактор регулирует транскрипцию антиоксидантных и детоксифицирующих ферментов, которые представляют собой защитную систему клетки. НРФ2 служит жизненно важным регулятором клеточного окислительно-восстановительного баланса и играет ключевую роль в реагировании на окислительный стресс. Он может реагировать на экзогенное повреждение и на патогенные молекулы. По сути, НРФ2 является регулятором клеточного гомеостаза, а сигнальный путь, известный как НРФ2 гемоксигеназа 1, HO1, является основной защитой от окислительного повреждения. Ученые выяснили, что подавляющее действие андрографолида на окислительный стресс и воспалительную реакцию при язвенном колите может быть связано именно со стимуляцией сигнального пути НРФ2-HO1 и восстановлением баланса системы окислительного стресса. Проще можно сказать, что андрографолит смог облегчить такие симптомы, как диарея и кровавый стул при колите, вызванном на испытаниях у животных, восстановить поврежденные барьеры слизистой оболочки кишечника, подавить воспалительные факторы и противодействовать реакциям окислительного стресса. Это очень обнадеживающе. Еще одно свежее исследование направлено на изучение вопросов, связанных с лечением нейродегенеративных заболеваний. Свежая поступающая информация все больше говорит о подтверждении цитопротекторных, противовоспалительных и антиоксидантных эффектов, вызванных свойствами растения и его активных компонентов. По-видимому, эти эффекты и объясняют многие механизмы, лежащие в основе нейропротекторного действия. В частности, андрографолит посредством своих антиоксидантных и противовоспалительных механизмов может оказывать защитное и терапевтическое действие на некоторые тяжелые расстройства нервной системы, такие как болезнь Альцгеймера, болезнь Паркинсона, церебральная ишемия и другие. Нейропротекторное действие андрографолида может быть опосредовано несколькими механизмами, такими как восстановление полноценного снабжения кровью мозга, повышение синаптической пластичности, снижение уровней специфических химокинов и провоспалительных молекул, активируемых во время процессов нейровоспаления, содействие апоптозу и нейрогенезу и ингибирование агрегации бета-амилоидов. Исследования как инвиво, так и инвитро показали, что андерграфолит демонстрирует значительный потенциал для разработки в качестве нового препарата для лечения нейродегенеративных заболеваний. И по этой причине его также можно рассматривать как вспомогательное средство к имеющейся лекарственной терапии. Сейчас ученые ведут активную работу для более глубокого понимания нейропротекторных молекулярных механизмов андрографиса и андрографолида, что может иметь решающее значение для выявления новых терапевтических целей при нейродегенеративных болезнях.
Третье исследование, о котором хочется поговорить, направлено на изучение вопросов, связанных с противораковым потенциалом андрографиса. Причин и факторов, увеличивающих риск онкологических заболеваний, масса, но при этом выяснилось, что катаболизм липидов, распад липидов для энергообмена, играет важную роль в непрерывном снабжении АТФ и макромолекулами, необходимыми для пролиферации раковых клеток. Исследователи предполагают, что катаболизм, метаболизм и транспорт липидов влияют на возникновение рака, и при этом это не относится к какому-то типу рака. Аномалии в составе липидов могут стимулировать канцерогенез в любом органе. Иными словами, липидозависимый рак можно определить как развитие рака ввиду и в условиях аномальных уровней липидов и их метаболитов. В исследованиях было показано, что экстракты андрографиса, содержащие в частности андрографолит, нацелены на липидный метаболизм в различных сигнальных путях, что приводит к полезным терапевтическим результатам. Эффект андрографолида в регуляции множественных липидозависимых путей имеет потенциал для будущих открытий в противораковой терапии. В качестве резюме видео. Андрографис паникулата, или называя его общеупотребимыми названиями, калмек, фаталайчон, содержит целый ряд биоактивных веществ, таких как дитерпены, фенилпропаноиды, флавоноиды, ксантоны и другие. К основным биоактивным компонентам андрографиса относят такие вещества, как андрографолит, неоандрографолит, дидигидроандрографолит, изоандрографолит и иные. На данный момент практически несомненными можно считать такие активности андрографиса, как иммуностимулирующая и противовоспалительная. Андрографис помогает при ОРВИ с атакой на дыхательные пути и в том числе может противодействовать неосложненным инфекциям верхних дыхательных путей, включая синусит и простуду, а также оказывать эффекты, способствующие борьбе с ревматоидным артритом. А непосредственно андрографолит путем усиления активности антиоксидантных ферментов, в том числе защищает легкие от окислительного повреждения, вызванного сигаретным дымом. В дополнение к своей нейропротекторной роли андрографис и его основной компонент андрографолит, возможно, проявляет и иную множественную фармакологическую активность, включая противомикробную, антипаразитарную, гепатопротекторную, антигипергликемическую. Было также показано, что андрографолит подавляет пролиферацию раковых клеток путем остановки митоза и активации внутреннего апоптотического пути. Благодаря свежим испытаниям на животных можно предположить, что андрографолит эффективен в снижении хронических патологий, вызванных стрессом, путем регулирования гомеостаза кортикостерона и цитокинов. Кроме того, важно заметить, что андрографолит, по-видимому, не является особенно токсичным. На самом деле, несколько исследований оценили его эффективность и токсичность даже в высоких дозах, продемонстрировав, что это хорошо переносимое соединение. Доступные многочисленные сведения по андрографису метельчатому показывают его огромный терапевтический потенциал. Отсюда такой большой объем исследований, а это в свою очередь свидетельствует о большом интересе фармакологов, химиков, медиков и производителей натуральных продуктов к разгадке тайн этого важного лекарственного растения. Всем гармонии, баланса и наличия целей в жизни.